Здравствуйте, друзья! Идштайн – это маленький сказочный городок, который находится недалеко от Висбадена. Здесь проживает 25 тысяч жителей, горячо любящих свой город. И каждый уголок этого города скрывает свою историю и свою легенду. И это именно то место, которое вам необходимо посетить. Идштайн – это не только об истории. Здесь много современного, интересного и инновативного. И это именно те истории, которые вы можете узнать вместе со мной. Ну что, начинаем! Все здания в центре города являются памятниками архитектуры. Самое главное здесь это старые и очень ухоженные фахверковые дома в центре, создающие волшебную атмосферу. Их здесь около 200 тысяч. Во время войны город почти не был разрушен, и поэтому он сохранил свой средневековый облик. Возраст самых старых домов насчитывает до 600 лет. Вообще фахверковые дома находятся под защитой, и люди, живущие там, не имеют права без специального разрешения что-то там перестраивать или менять. Поэтому мы имеем возможность созерцать эту красоту такой, какой она была создана в средние века. Так называемый Киллингер-хаус – это самый известный дом в Идштайне. Он богато украшен орнаментом и был построен в 1615 году графским писарем Иоанном Киллингом и его женой Анной Лёбер. Супружеская чета Киллингов была бездетной, и поэтому в течение столетий дом покупался разными собственниками. Но в конце концов в 1916 году этот дом был выкуплен городом Идштайн, и в данный момент он находится под защитой закона о защите памятников архитектуры. Необычно высокий для Идштайна 4 полных этажа фахверковый дом был построен майором городской милиции Йоанном Якобом Николаем. Какое-то время в левой части здания находилась городская аптека. Позднее дом использовался как жилое и производственное помещение. После генеральной же реставрации в 1995 году Кривой дом стал частью ратуши. Кривым дом стал из-за конструктивных недоработок, прямо местная Пизанская башня. Очень хочется отметить доброжелательность местных жителей. Видимо, атмосфера и жизнь в маленьких городках сильно отличается от больших городов. Здесь более тепло, что ли, и хочется улыбаться и как будто больше раскрыться. Делая мои первые кадры в городе, ко мне подошел местный житель Гебхард и спросил, знаю ли я, кто это, кого я снимал. «Нет», — ответил я. Он подметал улицы около магазинчиков во всем городе и хотел за это немного денег. И тем, кто ему ничего не давал, он заметал весь мусор назад в магазин. Еще он очень хорошо пел. Его даже называли Хантje из Идштайна, потому что он пел все песни этого известного нидерландского барда. А любопытная Али думала, что у меня есть вкусняшки. Но, увы. Все эти 3 здания относятся к ратуше.
Она была построена как мостовое сооружение. Под ратушей есть проезд. Сегодня ратуша и прилегающее здание – визитная карточка Идштайна. Кстати, здесь рядом есть ЗАГС. Кто хочет провести церемонию бракосочетания в таком красивом месте, милости просим. Этот переулок очень легко найти. От ратуши вам нужно пройти всего лишь несколько минут наверх. И здесь я нашел здание отеля-ресторана Херхоф, которое местные называют маленьким замком. А называют его так потому, что архитектор главного замка в городе и архитектор вот этого здания – это было одно лицо. Несколько десятков лет назад здесь были руины, и одна немецкая семья решила купить этот дом. Отреставрировав его, со временем организовали здесь отель и ресторан, который сейчас имеет 4 звезды. А все началось всего лишь с огромного желания заниматься этим делом. Как говорится, терпение и труд все перетрут. Большинство зданий здесь находится в частной собственности, и так же как этот маленький замок, они были восстановлены самими горожанами. В маленьком замке на детали обращают огромное внимание. Например, в комнатах можно найти именные послания для постояльцев, написанные от руки и зачастую на самодельных открытках. К этому же можно отнести небольшие приветственные тексты на открыточках или пожелания доброй ночи. Представьте, вы заезжаете в номер после тяжелого рабочего дня, а тут к вам такое отношение. Думаю, это просто очень приятно. Наслаждаться и чувствовать себя хорошо – это девиз этого места. А собственница ресторана и отеля Сабина со своей дочерью Виви приглашает вас к себе в гости. Добро пожаловать в наш маленький замок Херхоф в Идштайне. Наверное, вы сами можете почувствовать царящую здесь особенную атмосферу. Самая главная достопримечательность в городе и самое старое здание – это вот эта башня. Ее название Hexenturm, что переводится как «Ведьмина башня». Она была построена уже в XI веке, и ее высота составляет 42 метра. И, конечно же, ее видно из любой части города. Если вы хотите попасть внутрь, нужно взять ключ в туристическом центре Touristinformation. Ключ дадут на полчаса в обмен на права или другое удостоверение личности. Вход свободный. А раньше у этих дверей стоял смотритель башни или башенный дозорный, который наблюдал за окрестностями из сторожевой комнаты и при необходимости поднимал тревогу, например, в случае пожара. Еще этих людей называли башенный воздуходув. А теперь вопрос. Почему их называли башенный воздуходув или по-немецки Turmbläser? И какую функцию в этой связи они выполняли? Ответы пишите в комментариях. Самые интересные будут размещены в заметках канала. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 142 ступеньки. Но сейчас можно сказать, что вот эта лестница – это полный люкс, потому что тогда, в 17 веке, наверх поднимались по веревочной лестнице. Так что если приедете сюда и будете думать о том, как же тяжело подниматься, представляйте веревочную лестницу и как бы вы по ней карабкались. Можно подумать, что вот это здесь тюрьма с решетками. Но это всего лишь навсего кладовая, где хранились бочки с солью и водой, а также были бочки с вином для графов, так как замок находится очень близко. А вот здесь вот в стене мы видим большую дыру, и их очень много. Там вон еще есть, и там есть. И это служило оборонительной цели. И как же это все работало? Сюда вставляли большие бревна, да, и они выходили наружу, ну, наверное, 1,5-2 метра. И вот здесь через окно охранники, они вылазили, они вставали на эти бревна, и оттуда они уже
оборонялись и защищали вот эту крепость. Вот в современном мире я не мог себе представить, чтобы современный человек такие делал акробатические этюды. Я бы точно не смог, я не акробат. Еще выше смотровая площадка с маленькими окошками. Отсюда дозорные наблюдали за обстановкой снаружи. И если город горел, то они начинали звонить в колокола. Люди слышали колокольный звон, выходили на улицу и выстраивались в цепочке, передавая ведра с водой из ручья к месту пожара, потому что раньше не было пожарных служб. Так почему же эту башню называют ведьминой? В середине 19 века, когда каждый мог попасть в архив, один монах нашел там документы о том, что людей преследовали, если считали, что они занимаются ведьмиными делами. На него этот документ произвел большое впечатление. Там он прочитал, что одну женщину обвиняли в том, что она ведьма. Ее заточили в эту башню, и одной ночью перед тем, как произвести расправу над ведьмой, ее муж пришел к башне, чтобы проститься, и он увидел жену в одном из окошек там наверху. После этого башню стали называть Ведьмина башня. Там также есть подземелья, в которые помещали так называемых ведьм. Здесь на стене рядом с башней есть табличка с именами жертв тех, кого обвиняли в занятиях ведьмиными делами. Это были 35 женщин и 3 мужчин, и все это было в 1676 году в Витштайне, когда была охота на ведьм. А только в 1996 году граждане города установили эту табличку в память о событиях сожжения якобы ведьм. В это время в Европе, видимо, и поджигали свой золотой генофонд. Другой же жемчужиной Идштайна является церковь Унионскирхе, стены которой украшены картинами из Библии. Пойдемте смотреть. Возвращаясь к теме доброжелательности людей в этом городе, снимая в церкви, случайно познакомился с Карл Хайнцем, и он провел меня на самый верхний этаж к органу, хотя верхние этажи были закрыты для посетителей. И в итоге он дал мне возможность поснимать с самого верха церкви и сыграл для нас на этом божественном инструменте.
2014 году церковь была закрыта на реставрацию, и все большие картины были сняты со стен для этой цели. 20% стоимости реставрации церковь должна была оплатить сама, но этих денег не было, и тогда появилась идея привлечь спонсоров. Иначе говоря, они искали людей, кто бы взял шефство над реставрацией картин. И для каждой картины был найден такой человек, который финансировал реставрацию уже той картины, которую он как бы опекал. То есть, иначе говоря, была продана возможность отреставрировать картины. Почти для каждого объекта нашелся кто-то, кто взял шефство и помог все отремонтировать. Как говорится, всем миром любая ноша по силам. А вообще шефство в Германии очень распространено и имеет широкое значение. Это может быть шефство над каким-нибудь деревом или цветком. В нашем примере это были картины из церкви. Вы можете также взять шефство над ребенком или семьей из бедных стран и помогать ему или им, чем можете. Несколько ссылок по этой тематике оставлю в описании, кому интересно. Так же, как и в Хайдельберге, где мы кушали местную сладость, которая называется поцелуй студента или студентенкус, имеющая свое особое предназначение в XIX веке, здесь в Идштайне тоже есть своя сладость, и она называется Идштайner Nüsse или Идштайновские орехи. Идштайна Нюссе – это кондитерское изделие, которое было придумано кондитером Боссингом много лет назад. У него был свой магазинчик, и он проходил обучение на кондитера в Висбадене, и в рамках этого же обучения он разработал этот рецепт этой сладости. Сейчас их делают из молочного шоколада, раньше делали еще и из горького шоколада. Типичная начинка – это нуга с измельченным лесным орехом. В Эдштайне, это местечко в центре города, очень популярно, и сюда приходят люди разных поколений. Ну как можно не попробовать такую вкуснятину? Эти орешки напоминают мне наши советские родненькие орешки с вареной сгущенкой. Ой, вкуснотища-то какая! Что-то я отвлекся немного. Так вот, их вы можете найти в кондитерской Süß and Bitter, что переводится как «сладкий и горький». Приветливо встретила меня хозяйка магазинчика Майя. С ней вы тоже можете поговорить по-русски. Рассказала про магазин и угостила вкусным капучино с сердечком и тем самым идштайновским орехом. Большое спасибо. Раньше этим магазинчиком управляли Марта и Анна Луиза, мама и дочь. Там есть такая добрая история. Несколько лет назад хозяйке поставили диагноз рака, и после этого дочь стала больше помогать ей, чтобы она поправилась. А когда об этом узнали люди, то весь магазинчик вскоре был заполнен цветами и открытками от людей, желавших Марте выздоровления. Весь город помогал и поддерживал хозяйку морально. И она, о чудо, пошла на поправку. Это снова о доброжелательности людей этого маленького городка. Эта история была около 5 лет назад. Но, к сожалению, 2 года назад рак все же победил Марту. И Майя стала новой доброй хозяйкой этого места. Будете в Идштайне, обязательно заходите и попробуйте орехов. За день в городе я встретил много отзывчивых людей. Кто-то даже помогал мне со съемкой и реально снимал меня, так как я сегодня без оператора. Кто-то рассказывал городские легенды. 2 милых ребят из Украины, идущие из школы, подсказали мне дорогу, а Хельга с ее подругой даже пригласили поснимать их городок. И все они передают вам большой привет. Привет из Идштайна! Hallo, Grüße aus Deutschland. Und in Deutschland. Ребята, слушайтесь родителей. А в бывшем здании замка Идштайна сейчас находится гимназия, которая была названа именем известного в 17 веке хирурга Песталоцци.
После смерти последнего представителя королевской семьи замок навсегда утратил свое значение как резиденция, и его использовали как архив, больница или даже как тюрьма. Впоследствии, после большого ремонта в 1992 году замок получил статус гимназии. Можно ли использовать бывшее помещение замка еще лучше? Пожалуй, нет. И это особенная школа и очень важное историческое здание для Идштайна. Отсюда регионом управлял сам нассауский граф, и учиться в таком заведении, наверное, очень престижно. Адольф Нассауский граф Идштайна был даже королем всей Германии в XIII веке. По определенным дням гимназию можно посетить бесплатно. Расписание посещений по ссылке в описании. У меня же получилось просто зайти внутрь и посмотреть один из этажей современной гимназии. Германия славится своими пивоваренными традициями и очень качественным пивом. Вот в этом здании сзади меня раньше находилась пожарка или Alte Feuerwache, но в какой-то момент было принято решение это здание снести и построить на его месте что-то более современное. Но не все с этим были согласны. Армин Зель, настоящий собственник, основал здесь небольшое производство пива. Таким образом сохранилось историческое здание пожарки, но сейчас оно имеет другое назначение. Я также знаю другие примеры. Вот в Геттингене, в котором я прожил 1 год, в здании старой пожарки сейчас работает прекрасная художественная галерея и управляют ей великолепные люди. Вообще немцы стараются с трепетом относиться к своей истории. Пивоварни помимо вкусного пива вам также предложат традиционные сезонные блюда. Здесь же вы можете организовать ваш семейный или корпоративный праздник. Добрый день и добро пожаловать в пивоварню «Старая пожарка». Приезжайте, мы вам всегда рады. А теперь последнее. Вы знали, что существует съедобный пластилин? Так вот, знаете. Его придумали в Идштайне. Луиза, маленькая девочка из местной семьи, рассказала обычную для многих детей историю о том, как она любила лепить маленькие фигурки из пластилина, и иногда ей хотелось его попробовать, но он всегда оказывался противным и невкусным. Тогда вместе со своей сестрой Сарой они решили создать съедобный пластилин. Вместе с родителями была придумана смесь с разными ингредиентами в специальной пропорции, чтобы все это было похоже на пластилин и было съедобным.
Такая смесь состоит из муки, сахара, крахмала и яйца. На каждой упаковке съедобного пластилина написан точный состав, так что родители могут решить, подходит ли этот состав для их детей или нет. Вдруг у кого-то аллергия или еще что-то. Кстати, большинство производителей обыкновенного пластилина не пишут на упаковке состав. Наверное, они не делают это потому, что боятся, что его никто не будет покупать из-за большого количества химии. Вы когда-нибудь слышали о съедобном пластилине? Пишите в комментариях. А тебе привезти съедобного пластилина? Итак, друзья, если все очень хорошо распланировать, то в Витштайне за один день можно посетить очень много интересных мест. Я помогаю в организации поездок, логистике и в выборе самых интересных мест для посещения. Консультирую по всем этим вопросам. Нужна помощь? Контакты найдете в профиле канала. Ну а я прощаюсь с вами. Если понравилось, ставь палец, подписывайся. Это будет твоей лучшей благодарностью. Пока-пока.